Здравствуйте, канал Masters of Body вас приветствует. Мы снова находимся в клубе Orange, и сегодня мы разберем самую любимую мышцу, наверное, большинства спортсменов, это бицепс. Объясним вам азы построения тренировки для начинающих и для спортсменов с небольшим спортивным опытом, как подобрать упражнения, как лучше их вписать в контекст тренировки вашей тренировочной программы. Итак, каким образом построить тренировку на бицепс? Тренировка на бицепс будет состоять в основном из 3 упражнений. Первое, выбираем базовое, это подъем штанги на бицепс. Штанга может быть как ровная, так и EZ-гриф. Дальше объясню нюансы, как выбрать. Второе упражнение будет изолированным или концентрированным, это разные названия есть, но мы будем использовать подъем гантелей на бицепс. Также в дальнейшем объясню нюансы. И третье, концентрированные упражнения, такие как с использованием скамьи Скотта или штанга в висе, то же самое. Все эти 3 упражнения одно дополняют другое, и сейчас мы вам покажем и объясним нюансы, что зачем идет и почему именно так. Итак, первое упражнение, как я уже сказал, подъем штанги на бицепс. В данный момент Андрей показывает вам технику выполнения с ровным грифом. Значит, обратите внимание, для чего мы берем это упражнение. Во-первых, здесь можно взять максимальный рабочий вес, поэтому это упражнение называется базовым. То есть большим рабочим весом мы даем максимальную гипертрофию мышечным тканям, то есть задаем весь процесс именно роста мышцы, увеличения силы и увеличения ее объема. Следует обратить внимание на кисть. Кисть держим ровно. Некоторые спортсмены бывалого уровня отводят ее чуть-чуть вниз, но для этого надо иметь определенный опыт, чтобы не потянуть себе сухожилия кистевые. Поэтому для начинающих лучше держать ровно или даже для безопасности немножко можно подкрутить. Но работать предплечьем постоянно не обязательно, иначе оно у вас устанет гораздо раньше, чем бицепс. Как я уже сказал ранее, можно выполнять это упражнение как ровным грифом, так и EZ-грифом. Разница в вашем удобстве. Обратите внимание, вам должно быть максимально удобно. Чем удобнее вам держать штангу, это зависит от индивидуальных антропометрических особенностей, тем большим рабочим весом вы сможете работать. Если ваша кисть удобнее себя чувствует именно в таком хвате, работайте им. Если вам удобнее ровный гриф, работайте им. Главное взять максимальный вес и сделать его с очень правильной техникой. В чем еще особенность этого упражнения? Здесь допустим небольшой читинг. Если спортсмен устал, он может помочь себе забросить штангу в верхнюю точку всем корпусом. Но потом обращаем внимание на негативную фазу повторения. Если вы помогли корпусом, опускаем только бицепсом. Помогли, опустили бицепсом. В принципе, в этом и есть весь залог этого базового упражнения. То есть брать большой вес и убивать вашу рабочую мышцу. Благодаря первому базовому упражнению вы расталкиваете ваш паровоз на всю последующую тренировку. Если в этом упражнении вы схалтурили, взяли недостаточный вес, недостаточно проработали, изолированные и концентрированные упражнения не будут иметь того успеха и того эффекта ожидаемого, который даст вам именно рост мышцы. А так как мы сегодня говорим о тренировке начинающих и тех ребят, которым необходим набор мышечной массы и увеличение силы и силовых показателей, то этот момент очень важен. Второе упражнение в нашей программе – это подъем гантелей на бицепс сидя. В чем плюсы этого упражнения, этой техники? Если по определению в первом упражнении вы хорошенечко выложились, то у вас устал не только бицепс, но и вся спина. Сидя на скамье, спина уже отдыхает, но вы продолжаете воздействовать на рабочую мышцу свободным весом, что немаловажно. Второе. Гантели. То есть у каждого человека одна рука сильнее, другая рука слабее. Если постоянно выполнять упражнения жесткой системой, то есть рука более сильная будет на себя брать больше нагрузки, слабая будет больше отдыхать. Соответственно, у вас увеличится эта диспропорция. Нам это ни к чему, особенно для начинающих. Поэтому, выполняя работу с гантелями, каждая рука будет работать сама по себе, и стабилизаторы каждой руки будут работать также сами по себе. В дальнейшем это понадобится и для улучшения хвата, и для проработки супинаторов, пронаторов, что даст форму вашему бицепсу. Следующий момент. Угол наклона спинки и на что это влияет.
Это влияет на вашу изоляцию. То есть, чем вы ровнее сидите, тем больше движения будет подобно движению со штангой, которое вы делали перед этим. Чем больше угол наклона назад, сейчас продемонстрируем, тем больше у вас будет растянут бицепс и больше получится своеобразной изоляции. То есть мышца будет стартовать с максимально растянутого положения. Чем больше угол, тем больше растянутое положение. Соответственно, рабочий вес будет меньше. Поэтому ваша задача подобрать именно такой угол, который даст возможность и спине отдохнуть, и выполнить качественно упражнения с максимальным рабочим весом. Часто возникает вопрос, каким хватом лучше делать, развернутым или молотом. Значит, смотрите, здесь тот же принцип, как и в ровной штанге или в EZ-грифе. Если вы чувствуете, что вы можете работать большим весом молотом, берите пока что на начальном этапе молотком. Если вы чувствуете, что вы можете сделать больше вес, больше повторений развернутыми руками, пожалуйста, выполняйте в такой технике. Единственное, о чем надо помнить, выбирая гриф штанги, ровный или езетку, выбирая разворот гантели, молот или полностью развернутый, не нужно зациклиться на одном и том же. Выполнив 2-3 тренировки в одной технике, обязательно поменяйте. Не давайте мышце привыкнуть к одному и тому же. Избегаем полной врабатываемости, то есть постоянно шокируем, постоянно удивляем. И тогда будет рост, будет результат. И третья часть нашей тренировки на бицепс – это концентрированные либо изолированные полностью упражнения. В данный момент Андрей вам показывает концентрированные подъемы со штангой на бицепс. Он полностью лежит на скамье. Здесь в чем нюанс? Внизу бицепс полностью растянут, а пиковое сокращение мышца испытывает в верхней точке, в отличие от предыдущих двух упражнений. Если в работе со штангой и гантелей пик был внизу и в середине, то здесь именно в верхней точке. Таким образом, мы прорабатываем мышцу по принципу эклектики, снизу доверху, заставляя напрягаться и во всех своих крайних точках. Это дает колоссальный налив. Эта работа, конечно же, не на массу, но она позволит в конце уставшим рукам доработать бицепс, добавить ему запчастей, деталей и утомить его окончательно в эту тренировку. Вторая вариация – это концентрированное сгибание с гантелью. Они выполняются в наклоне. Обратите внимание, в отличие от изолированных повторений, здесь именно нужна концентрация. Концентрация в чем? Ваш локоть не должен гулять к себе, ваш локоть не должен гулять в сторону. То есть полностью силой своего сознания и концентрации вы удерживаете на одном месте. Таким образом, усиливая пиковое сокращение верхней точки, растянули, сократили. Как его делать? Ровной гантелькой или молотком? Это уже зависит ваша вариативность от вашей генетической особенности бицепса и от ваших возможностей. Можно делать и так, как я говорил ранее. Главное, чтобы вам было удобно, вы могли сделать максимальное количество повторений с самым большим для вас весом. Также в третьей фазе тренировки бицепса можно использовать, естественно, скамью Скотта. В чем плюс и минус этого упражнения? Значит, не каждый новичок сможет без помощи напарника сделать хорошим весом качественно это упражнение. Поэтому желательно, если вы выберете именно это упражнение, чтобы вам помогал напарник, который сможет вас подстраховать в нижней точке, ибо здесь момент пикового сокращения будет как раз, когда ваш бицепс растянут, чтобы не травмировать ни сухожилие локтевое, ни кисть. Далее. Но зато здесь исключен читинг, и работа будет именно направлена на пик ваших бицепсов. Они будут красивые, они будут твердые. И по определению упражнение уже третье, то есть большой вес здесь не нужен, поэтому выполняется 10, 12, некоторые делают до 15 повторений. Здесь скамеечка в клубе Orange позволяет положить штангу, не портив себе руки. В общем, дорабатываем бицепс после первых двух свободных весов. Именно таким образом, если, конечно, получится. И в следующей вариации я покажу вам еще один вариант.
И последняя вариация, изолированное упражнение в конце тренировки бицепса, она, наверное, подойдет к большинству начинающих, потому что является самой доступной и самой безопасной. То есть делаем изолированное сгибание с гантелью с упором в колено. В чем плюс именно этой техники? То есть спортсмен начинающий, даже без помощи напарника, может спокойно выполнять это упражнение. В чем фишка? Бедро находится ровно. Если вы сидите перед зеркалом, оно смотрит ровно. Локоть находится на уровне нижней части бедра. Не вверху, а именно внизу. Как и в предыдущих концентрированных вариациях, я вам показываю, можно делать развернутой кистью. Можно делать исполнение молот. Можно делать супинации, для того, чтобы бицепс работал в нескольких плоскостях и приобретал более презентабельную, красивую форму. Немножко можно помочь себе, опять же, легким читингом. Для начинающих это не грех, но, опять напоминаю, отслеживаем нижнюю негативную фазу движения. Выполнив одну руку, не спешите хвататься сразу второй. И еще один момент, начинайте всегда со слабой руки, под нее подстраиваем более сильную. Отдышались 20-30 секунд, сконцентрировали внимание и начинаем выполнять второй рукой с той же техникой, не спеша. Это упражнение не сбивает дыхание. В конце тренировки, когда вы устали, это будет очень важно. То есть и позволяет вам продолжать качественно прорабатывать, дорабатывать ваш бицепс, что повлияет в итоге на результат всей вашей тренировки. И последний часто задаваемый вопрос, который встречался нам и на нашем сайте, и на нашем YouTube-канале присылают вопрос, и в спортзале часто клиенты нам задают один и тот же вопрос: когда же лучше качать бицепс? Одни думают, что вместе с тренировкой спины, после прокачки спины, другие утверждают, что лучше это делать после тренировки груди. Я вам скажу, и то мнение имеет место быть. Есть лишь нюанс. Свои плюсы, свои минусы. После того, как вы прокачали спину, ваш бицепс достаточно разогрет. Тогда первое упражнение со штангой, которое мы показывали, можно откинуть, ибо выполняя подтягивания, тяги в наклоне, бицепс получил уже общую колоссальную нагрузку. Вам будет достаточно пару упражнений, таких как гантели на скамье, штанга на скамье Скотта или же подобные упражнения. Вам будет достаточно, чтобы привести его в нужную кондицию. Но здесь есть нюанс. Если вы все-таки хотите сконцентрировать внимание на бицепсе, на его объеме, на его красоте, на его силе, тогда, конечно же, лучше делать его более свежим после тренировки груди. Когда вы прокачали грудь, руки разогреты, но бицепс не убит, он еще не уставший. Тогда все те три упражнения, та вариация тренировки, которую мы показали, зайдут. Но здесь уже каждый выбирает сам по себе. Если спортсмен более опытный, бицепс у него достаточно длинный, не такой, как у меня, по своей генетике, по своей природе, он будет хорошо включаться во время спины. И это позволит вам сократить время тренировки, а это очень важно. Ибо растягивать силовую тренировку, делать ее гораздо больше часа, выполняя все 12-15 упражнений, это не будет эффективным. Но если все-таки бицепс отстает и надо ему уделить особое внимание, тогда лучше выполнить его именно после проработки грудных мышц. Некоторые спортсмены в виде удовольствия делают отдельную тренировку, как на бицепс, так и на трицепс. Если вам позволяет время, это будет замечательно. Можно использовать такую тренировку, я ее использую вместо отдыха активного. Когда я хочу отдохнуть после тренировки ног или после тренировки еще каких-то там грудных мышц, после становой тяги, тоже тренировка бицепса, она меня в общем не утомляет. Локальная нагрузка, приятное ощущение. Надеемся, что сегодняшний выпуск про бицепс был для вас полезен. И мы очень рады, что вы были с нами. Еще раз благодарим клуб Orange за предоставленную возможность. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Андрей Шарапов, Константин Придьма и Дмитрий Журавель. Всегда ваш Masters of Body.